sit down. Вот мы подключили сетап, установили свет, фокус, наш объект в фокусе. И теперь я покажу, как делается стоп-моушен в программе Dragon Frame. Я предлагаю сделать обычное движение вот этого вот кубика слева направо. То есть он у нас будет двигаться по прямой и, возможно, в конце так немножко замедленно останавливаться. Всегда здорово перед тем, как снимать, немножко проигрывать движение предметов, которые вы хотите сделать. Можно проиграть руками, можно взять какой-то предмет и проиграть на столе, и почувствовать какое-то вот то движение, которое вы хотите сделать. И, конечно же, в самом начале лучше знать, что вы снимаете, и придерживаться этого ракурса. Значит, мы будем снимать движение кубика слева направо. Удаляем наш вот этот кадр, который мы сделали в предыдущем видео. Нажимаем Delete, начинаем съемку. Кадр. Мы сейчас будем снимать со скоростью 24 кадра в секунду. Это значит, что нам нужно сделать для 1 секунды анимации 24 кадра. Вот эта вот настройка, она делает предыдущие кадры немножечко прозрачными, для того, чтобы можно было ориентироваться по расстоянию, на которое нужно подвинуть предмет. Я сдвигаю вот этот вот красный кружочек, и вы видите, насколько мы сдвинули вот наш квадрат. Запомните это расстояние и придерживайтесь его на протяжении всей съемки. Мы делаем сейчас равномерное движение кубика, и поэтому нам нужно двигать этот кубик на одинаковое расстояние друг от друга. Понимать расстояние, на которое вы двигаете предметы, очень полезное умение, потому что ваш глаз аниматорский набивается, тренируется, и вы начинаете чувствовать движение и какое движение нужно следующее сделать. То есть вы начинаете лучше чувствовать движение и понимать, когда стоит задержать предмет и делать небольшие движения, а когда стоит двигать его очень на большие расстояния, отодвигать. Это очень важное качество, которое мы будем развивать на курсе профессиональной стоп-моушен анимации. Продолжаем двигать наш кубик, делаем кадр и ждем, пока вот эта вот полосочка пройдет до конца, и будет такой характерный звук, писк. Это значит, что кадр отснят до конца, и можно двигать дальше, и можно показывать руки в кадре. Если вы поспешите, то вы сфотографируете свою руку. Так, мы уже отсняли с вами 20 кадров, это меньше секунды. Сейчас отснимем 24 кадра и начнем замедлять движение нашего кубика. И получится, что наш кубик двигается в течение секунды, а потом начинает замедляться. Последний кадр. И начинаем замедление. Совет такой: во время съемки лучше всего занять одну позицию и никак не двигаться, чтобы не повлиять на освещенность кадра. Если вы будете делать один кадр стоя, один сидя, то вы будете влиять на освещение.
и потом у нас появится наш фликеринг. Так, мы замедляем наш кубик. По ощущениям, каждое следующее движение все меньше и меньше. И вот в конце мы двигаем чуть-чуть. Последние. Теперь нажимаем кнопку Play. И вот наше движение. Вот и все. Что касается анимации. Теперь я еще покажу, как экспортировать этот ролик. Чтобы он не так резко заканчивался, мы немножко продлим вот этот последний кадр, выделяем его мышкой или на тачпаде и вот так вот продлеваем. Когда снизу появляется желтая полоска, это значит продление кадра, то есть создание его копий. Вот мы создали копии. Еще раз просмотрим. Кубик останавливается. И замедляется. Далее выбираем в меню «Файл», «Экспорт Movie». Сохраняем все настройки по умолчанию, нажимаем «Экспорт», выбираем директорию, куда мы будем сохранять наш ролик первый. Называем его anim01 и экспортируем. Вот пошла полоса экспорта. Окей. И вот программа автоматически открыла ролик. Можно его просмотреть, запостить в соцсети, показать друзьям и просто порадоваться за то, что вы до конца просмотрели этот очень большой теоретический блок про оборудование. Итак, я рассказала вам о том, как начать снимать стоп-моушен анимацию. Я рассказала про оборудование, которым я пользуюсь, про свет, про программу и сейчас показала немножко о том, как работать в программе. Если вам понравился стоп-моушен, понравилась стоп-моушен анимация, приходите, записывайтесь на мой онлайн-курс по профессиональной стоп-моушен анимации, где я буду учить не просто как двигать предметы, но как одушевлять предметы, создавать характер и настроение в анимации. Мы будем изучать важнейшие анимационные принципы по движению предметов и объектов, будем изучать фишки стоп-моушена и потом все это закреплять упражнениями. Каждое ваше видео я буду просматривать, комментировать и давать свой фидбэк. Также я расскажу про свой опыт заработков в стоп-моушен анимации, расскажу вам, как оформлять свое портфолио, расскажу, где искать заказы, расскажу про все этапы анимационного производства, начиная от раскадровки, заканчивая монтажом и озвучкой. И в итоге вы получите полное руководство, как начать зарабатывать стоп-моушен анимацией. Приходите на мой курс. До встречи. Пока.